Привет всем любителям кей-поп и дорам! Сегодня тот самый день, когда новостные ленты буквально взорвались, а сердца миллионов фанатов по всему миру оказались разбиты. То, во что до последнего не хотелось верить, официально подтвердилось сегодня, 10 июля. Главная, самая стабильная и любимая пара южнокорейского шоу-бизнеса, Айю и Ли Чон Сок, больше не вместе. Они официально расстались после 4 лет глубоких, красивых отношений. Их агентства уже выпустили сухие, но финальные заявления. Артисты приняли решение остаться хорошими коллегами и поддерживать друг друга в будущем. Для индустрии, где этой паре пророчили скорую и пышную свадьбу, новость стала настоящим тектоническим сдвигом. Никаких скандалов, никаких измен, просто финал красивой сказки. В этом видео мы детально разберем, как развивался их роман длиной в 14 лет. От дружбы до любви, почему это произошло именно сейчас, что скрывается за формулировкой «сосредоточиться на карьере» и как это расставание изменит корейскую индустрию развлечений. Досмотрите до конца, ведь впереди много архивных фактов, о которых вы могли забыть. Как все начиналось. От вражды до дружбы. Чтобы понять всю боль этого расставания, нужно отмотать пленку назад, в далекий 2012 год. Именно тогда юная восходящая звезда кей-поп Айю и начинающий, но чертовски харизматичный актер Ли Чон Сок стали ведущими популярного музыкального шоу «Инкигайо». Но знали ли вы, что в самом начале они тихо ненавидели друг друга? Это не шутка. Позже, на одном из ток-шоу, Ли Чон Сок честно признался, что Айю порой сильно раздражала его на съемочной площадке. Айю всегда была генератором идей. Она предлагала режиссерам безумные концепты для костюмов, от фей до персонажей аниме. Чон Соку, который по натуре более сдержан и стеснителен, приходилось во всем этом участвовать. Он злился, но терпел. Однако, как только их контракты ведущих подошли к концу, случилось неожиданное. Уйдя с шоу, они поняли, что им безумно не хватает друг друга. Чон Сок первым написал Айю, они высказали друг другу все прошлые обиды и стали лучшими друзьями. Целое десятилетие они были идеальным примером платонической дружбы в корейском шоу-бизнесе. Они взрослели на глазах друг у друга, Чон Сок превратился в актера первого эшелона и любимчика нации, Айю – в королеву цифровых чартов и гордость Южной Кореи. И все это время они оставались безопасной гаванью друг для друга, до одного переломного момента. Главное признание и «Эффект Диспатч», декабрь 2022 года. Ли Чон Сок получает главный приз The Sun за дораму «Болтун». Стоя на сцене вместо стандартных благодарностей режиссерам, он произносит слова, которые заставили затаить дыхание всю страну. Он поблагодарил человека, которого очень долго и глубоко уважает и любит, человека, который помогал ему справляться с тревожностью после службы в армии. Уже на следующий день, 31 декабря, Диспатч раскрыл карты. Этим таинственным человеком была Айю. Их рождественское свидание в Японии было продумано до мелочей. Чон Сок лично организовывал поездку, заботясь о младшем брате Айю, который поехал с ними. В тот же день оба артиста опубликовали трогательные письма для своих фандомов. Чон Сок сравнил Айю с давней подругой, которая незаметно стала главной любовью его жизни, а Айю попросила фанатов тепло позаботиться об их отношениях, назвав Чон Сока надежным и милым человеком, который всегда ее поддерживает. Это были образцовые отношения. Никакого пафоса. Фанаты буквально таяли от того, как успешный актер превращался в преданного фаната на концертах своей девушки, носил ее мерч и сидел в VIP-ложе с лайтстиком. Все ждали свадьбы. В корейских медиа их союз оценивали как самый стабильный, ведь база их любви – это 10 лет крепкой дружбы. Что же могло пойти не так? Тайные причины расставания, официальная версия агентств стандартна до боли. Из-за плотных графиков они отдалились друг от друга и решили сосредоточиться на карьере. Необычно фанаты не верят в эту формулировку, считая ее отговоркой, но в случае с Айю и Ли Чон Соком это, похоже, горькая правда. Давайте посмотрим на факты. Последний год для обоих стал карьерным марафоном на выживание. Айю не просто выпускает синглы, она замахнулась на колоссальный, изнурительный мировой тур, подготовку нового масштабного альбома и грандиозного сольного концерта. Она перфекционист, и музыка забирает 100% ее времени и ментальных сил. С другой стороны, Ли Чон Сок,
После небольшого затишья он подписал контракт на масштабный и сложный сериал для платформы Disney+. Корейские дорамы сегодня снимаются в жесточайшем темпе, смены по 14-16 часов, постоянные разъезды по локациям, прессинг со стороны продюсеров и критиков. Когда два топ-артиста находятся на пике своих карьерных амбиций, у них физически не остается времени на личную жизнь. Отношения требуют свиданий, разговоров, совместного быта, а если ваше общение сводится к редким звонкам по фейстайме между съемками в полночь и репетициями в 5 утра, чувства начинают угасать, превращаясь обратно в дружеские. Есть и второй, более глубокий психологический фактор – им обоим за 30. В этом возрасте в Южной Корее отношения звезд такого масштаба либо быстро переходят в брак, либо завершаются. Давление общества, постоянные вопросы журналистов о свадьбе создают колоссальный стресс. Похоже, пара честно обсудила свое будущее и поняла, они пока не готовы жертвовать карьерой ради семьи, и они приняли самое зрелое, хоть и болезненное решение. Реакция нетизенов и феномен ожиданий новости о расставании вызвала полярную реакцию в сети. Корейские нетизены, как ни странно, проявили редкое понимание. На форумах преобладают комментарии в стиле «они взрослые люди, это их право, и жаль, но лучше расстаться сейчас, чем несчастный брак». Однако международный фандом буквально рыдает. Многие пишут, что полностью разуверились в любви. И здесь мы сталкиваемся с очень важной проблемой современной кей-поп и дорамной индустрии – феноменом паразитических отношений и завышенных ожиданий фанатов. Фанаты часто забывают, что айдолы и актеры – это реальные люди, а не персонажи фанфиков. Когда Айю и Чон Сок объявили об отношениях, публика моментально создала в своей голове идеальный сценарий – красивая свадьба, рождение детей, идеальная старость. Мы часто переносим свои дефициты и мечты о любви на красивую картинку на экране. И когда эта картинка рушится, фанаты испытывают настоящий траур. Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Это расставание – пример невероятной осознанности. Никакого грязного белья, никаких взаимных обвинений. Они зашли в эти отношения красиво и вышли из них с гордо поднятой головой, сохранив уважение к своему 14-летнему общему прошлому. Что дальше, жизнь продолжается, и сейчас оба артиста направляют всю свою боль и энергию в творчество. Для нас, как для зрителей и слушателей, это означает только одно – нас ждут невероятно эмоциональные проекты. Айю сейчас полностью погружена в работу над новым альбомом, зная ее стиль, можно с уверенностью сказать, треки будут глубокими, исповедальными, и, возможно, именно в музыке она расскажет то, что не вошло в официальные заявления агентств. Ее грядущий сольный концерт обещает стать историческим. Ли Чон Сок, в свою очередь, возвращается на экраны в новой дораме от Disney+. Актеры его уровня часто трансформируют личные переживания в гениальную актерскую игру. Мы увидим совершенно нового, повзрослевшего и еще более драматичного Чон Сока.